Эмилия, здравствуй. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, когда я слышу слово композитор, первая моя ассоциация это Чайковский. С кем у тебя ассоциируется слово композитор? Ну, сейчас у меня, наверное, это слово ассоциируется в первую очередь с собой, Мгм. потому что все таки это мой путь, это мое призвание, я развиваюсь в композиторстве. Но так, если, допустим, еще какие-то ассоциации, то сразу же Шопен, Арво Пэрт, Дебюсси, Стравинский. То есть ассоциаций на самом деле много, именно в основном с любимыми композиторами. Мгм. Есть у тебя один какой-то любимый конкретный композитор? Чтобы прям одного выделить, на самом деле сложно, но именно в данный период мне больше всего близка музыка Арво Пэрта и Дебюсси. Мгм. Ясно. Так, а скажи, пожалуйста, когда у тебя вообще возник интерес к сочинению музыки? Ой, это было очень давно, в очень раннем возрасте, на самом деле, потому что, пианино у нас дома появилось, когда мне было 2,5 годика. Моя Мгм. старшая сестра ходила в музыкальную школу, и я тоже там сама что-то бренчала, пыталась наигрывать, то есть мне очень нравилось. И когда стала чуть постарше, я просилась отдать меня в музыкальную школу, но мама была против, потому что сестра постоянно устраивала что-то, что не хочу заниматься, не хочу ходить, и мама поэтому думала, что я буду такая же. И однажды я ей что-то наиграла, и она очень обрадовалась, что: «Вау, старшая сестра тебя учит играть на пианино». Я говорю: «Нет, это что-то типа из головы». И она тогда была в шоке и сказала, что: «Да, обязательно иди». И Мгм. вот примерно так и начался мой путь в музыке. Это было в Ихве, да? Да, мне было примерно лет 5-6, когда я пошла в музыкальную школу. Мгм. Ясно. А, и сейчас, значит, ты учишься где? Я учусь в Георг Отца Мусика-Коль, на Мгм. факультете компонист. Мгм, мгм. То есть сразу после окончания детской музыкальной школы ты решила поступить сюда? Далеко не сразу. У меня Не где-то сразу. прошел разрыв в 10 лет Мгм, после окончания музыкальной школы. Вот. И этот путь был долг, сложен, но все мгм. же я вернулась в музыку. Ты закончила музыкальную школу как пианистка Да, да, по фортепиано? да. Ага, ясно. Так, а я правильно понимаю, что ты сочиняешь музыку в стиле неоклассики и в основном для фортепиано? Для души, да, но в рамках колледжа мы в основном чуть другим занимаемся. То есть я сочиняю академическую музыку для разных инструментов, то есть выхожу за рамки. Допустим, я писала произведения для эуфониума, виолончели и саксофона. Мгм, Также сейчас вот писала для каннеля, фортепиано и голоса. И, допустим, на Норхеле Лоя конкурс я писала для вибрафона и фортепиано. То есть пробую разные новые возможности, чтобы мгм, расширить свой кругозор. мгм. В основном ты назвала такие камерные составы. Мгм. Очень интересно. А для души, то есть больше сольная Да, музыка, да? да, больше фортепиано, сольное, и иногда прям хочется виолончель добавить в некоторые моменты. Мгм. А голос? Голос, ну, я пробовала, но я как бы особо не пою, и поэтому мне ближе все таки инструментальная музыка. Мгм. Ясно. А есть ли желание написать что-то для оркестра, например, что-то в духе Пол Ромера? Да, на самом деле я бы хотела в будущем попробовать. Для этого нужен, конечно, больший опыт, но я бы об этом мечтала. Мгм. Понятно. Так, а скажи, пожалуйста, почему неоклассика? Вот я знаю, что она сейчас очень востребована, можно сказать, продается, что это и компьютерные Мгм. игры, и саундтреки, разные сэмплы. А вот что именно тебя привлекает в этом стиле музыки? На самом деле он у меня идет как-то интуитивно. Возможно, это на основе всего, что я в своей жизни слышала, играла, ну, как это обычно и бывает. И, ну, не знаю, в этой музыке как бы я чувствую много эмоций, она мне помогает пережить какие-то чувства. То есть это такая в основном глубокая музыка, которую я, слушая и сочиняя, как-то легче переживаю какие-то моменты, могу передать какие-то состояния, и поэтому мне очень близок этот стиль именно Мгм. сейчас. Понятно. А что тебя больше вдохновляет вот на сочинение музыки? Там природа, например, или уже какие-то ранее созданные произведения? На самом деле все. То есть на Мгм. музыку вдохновляет все, но больше всего, наверное, какие-то состояния, именно человеческие переживания и природа. Например, я недавно делала такую вещь, что я просила у знакомых сказать какую-то свою эмоцию, какое-то чувство, состояние, что они сами хотят. И я играла на это импровизацию.
И мне это на самом деле очень понравилось, вот именно Мгм. для людей делать такие вещи, чтобы им было легче переживать, допустим, какие-то свои эмоции через мою музыку. И то есть у меня было большое вдохновление это делать. Мгм. Очень интересно. А вот как рождаются твои композиции? У тебя возникает образ в голове, ты слышишь музыку внутренним слухом, или скорее ты именно за инструментом импровизируешь и потом это пробуешь записать в У нотах? меня на самом деле буквально несколько раз было такое, что я там ночью услышала в голове какую-то музыку, потому что обычно я просто сажусь за инструмент, и оно как-то само начинает. То есть мне нужно соединиться с инструментом, попробовать, подумать, что я хочу, уже в процессе начать как бы сочинять. И так мне легче, так у меня больше идей и вдохновения. Мгм. Понятно. Так, а вот из неоклассиков мне, например, известны такие имена, как Ли Рума, корейский композитор, пианист, Макс Рихтер, Ханс Циммер. Как ты относишься к их музыке? Очень хорошо. Я слушаю их музыку, и мне очень нравится, потому что мне тоже есть много глубины, много чувств, что именно для меня важно в музыке. Я Мгм, бы добавила к этому списку, наверное, еще Людовико Эйнаунди. мгм. Вот. Надо познакомиться, не слышал ранее. Так, значит, ты назвала в начале интервью уже, что Дебюсси тебя больше всего сейчас, Арво Пярт Да, вдохновляет. да. Мгм. А могла бы назвать каких-то композиторов, чья музыка тебе очень нравится из более ранних эпох, там, времен барокко или вообще средневековья? Наверное, все-таки мне ближе романтизм, Мгм. Шопен. Я помню, когда начала играть в музыкальной школе Шопена, я прям открыла новый мир для себя, потому что Мгм. очень нравилось вот это, все эти звуки, как он все это делает. И ну, на основе его музыки, я думаю, и мой стиль как-то формировался, еще формируется, конечно же. Тогда спрошу такой вопрос. Снова затрону Чайковского, которого я вначале упомянул, потому что у вас с ним есть кое-что общее. Ты догадываешься, о чем я? Да, конечно. Юридическое образование, и, кстати, у Стравинского тоже. У Стравинского тоже? Да. Ага. А вот расскажи, пожалуйста, пару слов об этом. Было ли это твое желание? И работаешь ли сейчас в этой сфере? На самом деле было так, что к музыке я, наверное, относилась больше как к хобби именно в юности. Вот. И искала какую-то профессию, которая была бы практичной, престижной, найти сразу место работы, как это обычно и бывает. Мгм. И я выбрала юрфак. На самом деле мне очень нравилось учиться, потому что есть интересные предметы: уголовное право, криминал, вот этот вот отдельный мир. И плюс очень много предметов, которые просто полезны для жизни. И я работала 2,5 года в этой сфере, и мне тоже нравилось, но однажды я подумала, то есть представила себя в будущем. Я поняла, что я себя не вижу в этой сфере в будущем. Мгм. И мне стало очень сложно как-то в этой сфере развиваться, потому что у меня не было желания, я не видела в будущем себя в этой сфере. И, конечно, появилась некая апатия, и я все таки у меня был такой момент, когда я либо должна была идти в магистратуру, в юридическую, то есть я поступила, Мгм. либо сюда, и я выбрала пойти сюда. Мгм. Сложно было вот так вернуться после большого перерыва снова в музыку? На самом деле, да, было сложно, но как бы это всегда было у меня в глубине души, и я всегда, на самом деле, мне кажется, чувствовала, что я все равно вернусь. И мне даже моя преподавательница фортепиано говорила, когда я ей сказала, что я иду на юрфак, она говорит: "Ты вернешься в музыку, я просто тебя знаю". Мгм. И поэтому это как-то было у меня интуитивно. Ясно. А сейчас проводишь какие-то связи между юридическим образованием и музыкой? Там, может, какие-то криминальные вещи находишь в музыке? Кстати, интересный вопрос. Я об этом, кстати, раньше не думала, но если подумать, то все-таки юридика — это структура определенная. То есть Мгм. каждое дело по определенной структуре, каждый состав преступления. И, наверное, это помогает какой-то структурности в музыке, потому что даже когда я импровизирую, я в голове простраиваю структуру, как Мгм. это будет выглядеть. Форму, да? Да, форму. Мгм. Поэтому, возможно, вот такая вот взаимосвязь. Мгм. Так, тогда спрошу тебя еще про абсолютный слух. У тебя есть абсолютный слух? Хочется сказать «да». На самом деле я точно не знаю, не буду хвастаться, но у меня есть такое, что если сыграть ноту, вот, я слышу, что это фа. Мгм. И
Ну, то есть я могу подбирать на слух более такие легкие произведения. Конечно, если больше звуков сразу, либо разные инструменты, то уже идет сложнее. Мгм. Поэтому с точностью не могу ответить. А, Хотелось бы в это верить. ясно. А это была фа? Да. Ясно. Как ты считаешь, в творчестве современного композитора абсолютный слух — это как помощник или без разницы вообще? На самом деле я эту тему изучала, потому что мне было интересно. Мгм. И насколько я узнала, то это не является абсолютно какой-то привилегией, потому что, Мгм. допустим, у Чайковского не было абсолютного слуха, у Моцарта был. То есть для композитора, наверное, особо нет разницы, но мне с ним удобнее, я бы сказала, потому что Мгм. иногда в сольфеджио там удобнее что-то делать. Или, ну, что-то на слух тоже подбирать очень интересно. Поэтому скорее это плюс Мгм. все же. Конечно, да. А я вот знаю, что дирижеры, они, как правило, можно сказать, обязаны быть с абсолютным слухом. М. Ну, большая часть дирижеров. А ты думала о такой перспективе проявить себя в дирижерском плане где-то? У меня есть такой предмет сейчас, как дирижирование, и на самом деле я бы не сказала, что я вижу себя дирижером. Мгм. Возможно, некоторые свои произведения и как-то не так эмоционально, что ли, потому что, ну, я не такой человек, чтобы вот так вот что-то эмоционально дирижировать, как некоторые дирижеры очень талантливые это делают. То Мгм. есть мне больше нравится сочинять и выступать. Ясно. А расскажи, пожалуйста, про данное произведение. А, так, название у него «Лунный свет внутри меня». Я правильно говорю? Перевел, да, правильно. Смысл такой. Вот. Как оно возникло, как долго оно писалось? И это премьера или ты уже исполняла его ранее? Идея у меня возникла в тот вечер, когда нам сказали на музыкальном проекте, что вот у вас есть такой проект, кто-то напишет произведение, и я вызвалась тогда. И вот я думала весь вечер, возможно, тогда я увидела Луну или было полнолуние. То есть я не знаю, откуда Мгм. это пришло, но вот это пришло, вот это вот просто ассоциация. Мгм. Там в течение нескольких месяцев я, ну, иногда, когда садилась за инструмент, что-то наигрывала, записывала, но потом, когда уже был, так скажем, дедлайн, то есть оставалось несколько дней, я все переслушала, и мне просто ничего не нравилось. Я думаю, блин, заново брать какую-то другую идею или что делать. В итоге я нашла видео на Ютубе, по-моему, с Луной. Мгм. Смотрела его, смотрела, поставила перед собой, играла что-то, записывала сразу же на диктофон, и в итоге родился вот этот вот главный мотив, Мгм. который, так скажем, взят за основу. И уже от него я писала все остальное, то есть периодически играла на фортепиано, всегда ставила диктофон, записывала, и вот у меня было где-то на 10-20 минут всякого разного. И я это все переслушивала, отбирала материал, и вот так родилось это произведение Мгм. «Лунный свет внутри меня». Очень интересно. А Луну ты смотрела, это что-то космическое, какие-то изображения? Ну, И- это было просто обычное видео с Луной, допустим, вот Луна в небе, и Ага. приближенное видео, она такая большая, и вот это вот меня как-то вдохновило. То есть мне был нужен какой-то образ, Мгм. чтобы на него написать музыку. Мгм. Мгм. Ты, конечно же, звук выключила. То, Да, что там конечно. было подставлено. Да-да-да. Ясно. Спасибо, Эмилия. Желаю тебе творческих успехов и хотим услышать уже твое произведение поскорее. Спасибо большое.